Всем привет, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Всех благодарю за обратную связь. Так, давайте сегодня посмотрим на такую тему, как его откровение о вас, вам письмо от вашего благоверного. Так, представьте этого мужчину. И давайте будем смотреть, что на сегодня между вами. Кто этот мужчина? Кто ты такой? Ага. Ох. Здесь пришел тот, так, видно вам здесь, не исключая того, да, ну вот как вот назвать его, хитрожопый, аферист Альфонс, ну вот как назвать его, да. Мужчинка ваш вообще, знаете, такой, очень любит денежки, очень любит денежки. Мужчинка, вот со стороны, когда вы его увидите, да, вот предположим, этот мужчина женат. Господи, это такой прекрасный семьянин со стороны. Вот ни к чему не придерешься, да? Вот все в дом, все тащит, вот молодец, и зарабатывает все. Но это со стороны. А вот внутри отношений, я скажу вам, это еще тот аферист. Аферист, причем он на сегодня, либо вас обманул когда-то. Сам по себе он, знаете, какой? Он, конечно, любит под женщину идти. Да? Независимо, то здесь контролер пришел жадный, прижимистый, здесь зимой снегом не выпросишь, вот такой вот. И помимо этого я вам скажу, несмотря на то, что между вами, да, сегодня есть притяжение, да, но он здесь на себя корону надел, хочет, но эти ходы он как-то, вот, знаете, обыгрывает, манипулирует. Знаете почему? Чтобы вас к нему тянуло, чтобы прям, вот знаешь, как львица, как кошка к нему здесь прилипла. А этот будет сидеть на троне. Я вам говорю, здесь мужчинка такой хитрый, еще какой-то на сегодня интересно. О, здесь мужчинка. Не знаю, кому-то он что-то хочет доказать здесь, ушел в работу. Помимо этого, конечно, мужчинка мечтает о том, чтобы у него был здесь райский сад из женщин, да? Мужчина здесь на выборе. Еще могу сказать, что здесь двойственный мужчина, влюбленный, кстати, мужчина. Мужчина сделал, который выбор, да? Кстати, он на данный период времени, который выбрал отношения, он там впахивает, как папа Карла. Еще могу сказать, что мужчина фантазер. Фантазер. Помимо этого, у него в голове постоянно там 500 планов, но для того, чтобы эти же планы реализовать, нужно же что-то вложить туда, ответственность какую-то проявить. А мужчинка здесь какой-то вот такой вот на выборе, надо им, не надо. Вот такой какой-то еще мужчинка. Какой мужчинка, какой мужчинка. Могу сказать одно. Здесь, наверное, мужчина идет, опять повторяюсь, под женское влияние. Либо вы на сегодня являетесь матерью его ребенка, с которой женщины обнулились, да, отношения, и мужчинка здесь, не знаю, между вами какая-то пропасть здесь. Вы на своем троне сидите, а он пошел более к выгодному варианту. Я же вам не зря говорю, выбор здесь есть. А еще сам по себе мужчинка вот такой вот, когда вы в отношениях, да, вот здесь женщина должна проявлять себя. А он как вот мамсик. Вот мам, что ты сказала, да? Помимо этого хитрит здесь. Ну, как вот за женскую юбку держится. Почему? Потому что, скорее всего, у него мать такая была властная, да? Здесь сыночку что-то не додала. Соответственно, эту проекцию переносит на свои отношения, да? Вообще относится в отношениях сам по себе очень безответственно, всегда преследует только деньги, деньги. Но и еще добавлю, в отношениях за все должна отвечать вот женщина. Она как мамка, конкретная мамка. Такое тоже есть. Какой-то еще мистер, интересно. Ох, ёперный бабай. Я же вам не зря сказала, со стороны здесь мужчинка порядочный. Вот я же вам говорю, может быть, он еще и религиозный. Там кому хочешь, да, зачешет. Что он такой весь правильный, он очень любит всех учить. На самом деле сам двойственный и сам шляется. Он может, кстати, выпивать. Мужчинка здесь бабник. Помимо этого, непонятный, что хочет от этой жизни. Вот смотрите, когда вы его лично с ним не живете в одном пространстве, да, в доме, вы о нем будете думать, что это тот мужчина ответственный, да, который озаботится о своей семье. Но на самом деле это еще та тварь. Он за пределами, что вытворяет здесь.
от ответственности, он убегает. Здесь не тот мужчинка, здесь мужчинка конкретно носит маску, и он знает, где ее, когда применить. Мужчинка здесь любит удовольствие, легкость любит, ему в жизни легкость нужна, но при этом сам не знает, что. То ответственность, то легкость. Но он от ответственности убегает здесь однозначно. Какой-то еще мужчинка, скажи. О, Господи. Так, на сегодняшний день у него в семье, либо в прошлой семье, либо в нынешней семье, есть какие-то недопонимания. Кстати, у него психологически какие-то здесь проблемы. Страхов очень много, причем уже длительное время. Еще могу добавить, что если, предположим, вы его на сегодняшний день, да, являетесь его настоящей семьей, то у вас проблемы в семье. Здесь он что-то вам не договаривает, причем длительное время, но выдает себя за святого. Если вы бывшая семья, да, либо бывшая женщина, девушка, да, его, тоже вам тоже там страсти. Знаете, сказки Андерсона рассказывает. Помимо этого, мужчина, у него страхи есть по поводу еще денег, стабильности, понимаете? Он очень боится, вот я же вам не зря сказала, он ищет, где вот как говорят, да, люди ищут, где им лучше, а рыба где глубже. Вот эта история про этого мужчину. Ну, здесь такое, это понятное дело, что каждый человек хочет для себя лучшего, да, но вот этот, это хитрожопый. Хитрожопый, он нечистый. Вы никогда не поймете, кто он на самом деле. У него маски меняются здесь. Какой-то еще мужчинка. Кстати, он может еще прислушиваться к своей семье, родные. Манипулировать тоже. Какой-то еще мужчинка здесь. О, трансформация у него. Кстати, у кого-то там с огурчиком проблемы есть такое. Мужчинка тот, вот знаете что... Он тоже в жизни повидал много чего, много разочарований. Одно есть, что один какой-то период жизни у него закончился, но не так, как он планировал. У него жизнь, вот, трансформация, а он как будто, вот знаете, как вот, ну ты придурок, ну произошло у тебя такое в жизни, да, но изменись ты, нет, вы что, он же, ты что здесь, победитель, блин. Вот. И я вам скажу, кстати, он недавно, могу так еще добавить, что либо он несколько раз избегал смерти, вот смерть рядом с ним ходит, вот это тоже есть такое. Либо у него со здоровьем какие-то проблемы, да, есть, он хочет выздороветь. Вот есть такое у него, какая-то вот часть умерла, либо он, не знаю, несколько раз находился при смерти. Ну, однозначно, что у него не выходит так, как он запланировал. Вот это тоже есть такое. Какой-то еще мужчинка. Ох, перниловая. У него, кстати, есть женщина. Так, не знаю, вы или кто, у него есть женщина, которую он предал. Женщина может быть в прошлом. Это его супруга, да? Кстати, с которой он поступил несправедливо, ей сердце разбил. Причем, я вам скажу, об этой женщине он не думал. Он считал, что он поступает все правильно. С этой женщиной, может, он ее изменил, да? Как-то с ней поступил, выбрав другую женщину. Здесь женщина, да, несправедливо. Но на тот период времени он был уверен. Да, вообще ваш мужчинка, я вам скажу, такой еще, у него своя правда, треугольники. Для него одна женщина ушла, другая пришла, это норма, норма. Но и еще могу добавить, что вот он, с одной женщиной он разбил сердце, но он, придурок, не понимает то, что когда ты что-то сеешь, то это ты пожинаешь, да. И этому мужчине приходит все обратно. Вот это тоже есть такой нюансик. Ну, если подошла характеристика этого мужчины, да, тогда давайте будем смотреть его письмо вам. Так, подумайте о себе, о нем, его откровение о вас. Так, что ты хочешь передать той женщине, которая смотрит этот расклад? Давай, колись. Что хочешь передать этой женщине? Ох, злой на тебя, но хочу тебя однозначно. Ох, как я на тебя зол. Ты знаешь, как я на тебя зол? Но я очень хочу тебя сексуально. Ты меня тянешь, вот у тебя очень сильная энергия. Меня прям тянет к тебе. Но, ты же знаешь мой характер, я очень принципиальный здесь. Очень принципиальный. И я прежде чем что-то сделать, я это в голове 300 раз промышляю, да, думаю об этом. Почему? Потому что, ну, ты же меня знаешь лучше всех, что я еще тот холодный типок. Ты знаешь, еще могу что добавить. Снаружи я к тебе холоден, но внутри... Мой перчик на тебя стоит, и я тебя очень сильно хочу. Но я тебе этого не показываю. Я хочу приехать к тебе, я хочу заняться с тобой, да? Что ты еще хочешь передать этой женщине? Что... Я знаю, что ты от меня ждала. Я знаю, что я тебе должен, но я тебя предал.
Ты меня любила, я знаю, что я предал свою любовь, что я поступил как последняя свинья. Я знаю, что я тебя подставил, кинул. И, кстати, я знаю, что я намеренно не выдаю тебе те деньги, которые я тебе должен. Да? И я знаю, кстати, когда мы с тобой были в отношениях, я тебе давал гроши внимания, денег, любви, а ты меня искренне любила. Но я тебя предал. А почему ты предал, интересно, эту женщину, которая тебя искренне любила? Почему предал? Почему предал? Потому что женщина начала от меня закрываться, но и помимо этого у меня на стороне появилась другая женщина. Переписка была, в интернете с ней общался. Помимо этого я защищал свои интересы, и я был на тот период времени уверен в том, что с этой женщиной я ставлю точку. Я ее оскорблял. Я для себя конкретно решил, что с этой женщиной у меня конец. Мне не нравилось то, что она могла высказать свое фе мне в лицо, да, но я поступил по-другому. Я ее опозорил на весь земной шар. Я с ней делал все, что я хотел. Почему? Потому что я хотел ее унизить, отомстить. Во мне было много агрессии. Так почему ты на эту женщину злился? Скажи, почему ты на нее злился? Почему? Потому что я мужик. Потому что со мной нужно быть очень ласковой. Меня нужно держать. А она меня не держала. Она меня не держала, и меня это очень сильно задело. Как так? Я же мужик. Я же мужик. Ты же должна меня ценить, держаться за мои яйца. Она меня не держит. Не держит. Даже ребенок не удержал меня. Она даже здесь, не знаю, может, у вас есть дети от него, да, он говорит то, что, может, он боялся еще, что вы первая закончите с ним отношения, поэтому он как-то, может, перехитрил вас, да, боялся, что вы его кинете. Тоже такое есть. Здесь что я еще добавлю, что у мужчины корона давит, понимаете, как корона на него очень сильно давит. Здесь мужчинка решил, что, понимаете, как, что вот я от тебя отказался, а ты, будь дорогая, меня держи, держи. Ладно, хорошо, ты с ней так поступил. На что ты рассчитывал, интересно? На что ты рассчитывал, скажи, дорогой мой, на что ты рассчитывал? Так, две карты. Что вы все равно будете также вестись на его манипуляцию, что здесь манипулятор высшей категории. Он вам говорит то, что я рассчитывал, то, что я от тебя буду сторониться, да, я буду защищаться, но ты меня все равно будешь возвращать в ваши текущие отношения. Я рассчитывал на это. Но я же манипулятор, у меня всегда с тобой это получалось. Я рассчитывал на это. А что получилось в оконцовке? Получилось что? Женщина отказалась от него. Он говорит, мне пришлось уйти. Пришлось уйти. И, скорее всего, он принимал это решение на эмоциях, да. Он, кстати, еще может говорить, что он попивал, да. И еще между вами, ну, чего он добился? Того, то, что отстранение, здесь холод пошел обоюдный, да. Ну и что? Что ты пить начал или что ты там делал? Что ты там делал? Разочаровался в том, что для кого-то эта ситуация привела прям к разводу. Он на это не рассчитывал. Для кого-то, понимаете, как скажу вам, кого-то он, наоборот, пугал здесь разводом. Ну, получил. И получилось так, что он остался при себе, при своем мнении, а женщина здесь решила совсем по-другому. Неожиданный был удар. Вот именно чего он боялся, то и произошло. Все по справедливости. Женщина здесь указала ему место. И он, конечно, разочаровался. Причем, я вам скажу, очень сильная была агрессия на вас, осуждение, он вас осуждал. Он говорит, я тебя конкретно осуждал. Вот как будто я от тебя что скрывал, ты об этом все узнала, да. Но он ничего, он говорит, я ничего этим не добился, я только заработал страхи, здесь разочарование, осуждение, что теперь и ты меня тоже осуждаешь, что ты со мной как поступила. Ну ладно, ну давай еще говори. Что ты еще хочешь передать этой женщине? Ну, несмотря на то, что, конечно, я пошел в будущее, ты же сама знаешь, я же красивый такой вот мужчинка, здесь корона давит, да, ну ты же знаешь, у меня столько женщин. Ну, говорит, конечно, у меня есть свои проблемы, я пошел-то в будущее, а на меня навешали столько обязанностей. Но я держусь молодцом, ты же знаешь, я лучше всех, я же такой красавчик. Ну, что-то еще, хорошо, ты в будущее пошел, и что? Ой, я понял для себя, что я буду от тебя отстраняться, да, но при этом... Здесь между нами произошел разрыв, но все-таки. Но я же жду, когда ты начнешь мне писать. А тут, я так понимаю, что здесь писанины нет.
Ну и что ты там делаешь? А что в личной жизни у тебя на сегодня? Что там у тебя происходит? Но говорит то, что ничего. Вот я, говорит, ничего интересного. Скучаю по прошлому, мечтаю, перебираю. Какие-то мысли, говорит. А что скучаешь? По кому скучаешь? Ну, придурок, потому что, говорит. Я, говорит, своим выбором конкретно вам отвечаю, что я разрушил либо стабильные отношения, либо семейные отношения, либо, он говорит, ради денег я разрушил свой союз. Ну и к чему это привело? Хорошо, ты разрушил, и что? И что? А теперь, говорит, мне как вернулся то ли бумеранг, что, говорит, ты для меня конкретно стала потеря, не хватает, вот как будто удача от меня отвернулась, и вот сейчас как будто вот высшие силы меня вот учат. Ну, ты меня проучила, я тебе конкретно скажу. Конфликты теперь у меня есть внутренние, безденежье какое-то, вот что-то здесь непруха какая-то. Ну и что ты еще скажешь этой женщине? Ну, придурок я, сам же отказался от этого общения, от нашего дома, если вы даже вместе работали, он говорит, я сам отстранился, сам. Он говорит, шансы же были, можно было, да, восстановить как-то общение, да. Он говорит, я тебе прекратил помогать, если вы, предположим, супруги, да, были, от детей отказался. Он говорит, я сам это все сделал. Ну и что, рад этому, что ты сделал? Ну, нет, не рад, но ты же знаешь, я же эгоист. Как так, сейчас я с такой короной пойду здесь, понимаешь, показывать то, что я ошибся. Ну, этого ты не дождешься. Но внутри, да, но я придурок, я же сам себя обыграл из-за своего эгоизма. У меня же эго, ты мое эго задела. Теперь вот мучаюсь, как сам вот, блин, тебя хотел видеть в качестве жертвы, а на сегодня сам оказался жертвой, да, собственных иллюзий. Да. Ну и еще что передашь этой женщине? Что передашь? Он говорит то, что ничего себе, ты теперь ты со мной все покончила, я тебе нахрен не нужен, да, теперь ты женщина-победитель, ты меня близко видеть не хочешь. Теперь я в тебе сам придурок, я в тебе разбудил такую женщину, что ты теперь меня, вот знаешь, как вот считываешь мгновенно, да, что не получится теперь мне за счет тебя самоутвердиться. Ты все, дорогая моя, мосты сожгла, все, до свидания. И ты идешь по жизни, как вот женщина с высокой самооценкой, которая женщина-победитель, себя так несет. Ну, побаиваюсь я теперь себя. Ну, ты же сам виноват, что ты ее такое сделал. Да, знаю я, что я на секс повелся. На секс повелся. Это все из-за женщины. Из-за женщины. Либо, если даже это была не любовница, либо, может быть, она его супругой была, вы вместе там проживали, да, он вернулся к своей супруге, тоже такое же. Но он конкретно вам говорит то, что здесь надавила на него конкретно женщина, чтобы определилась, он определился. Давление, он говорит, со стороны было женщины. Женщина, он говорит, даже не исключая, может, она что-то на меня делала. Так, и что еще передашь? Ага. Она ему сказала конкретно, он говорит, к этой женщине ты ставишь с ней точку, у нас с тобой новая жизнь, новый шанс в жизни. Он говорит, а по поводу тебя, он говорит, все, если есть дети, то говорит, то, что как-то я к вам поступил очень инфантильно, ничего не делал, преследовал только свои цели. Ну ты что, у меня же шанс появился такой. И что этот шанс у тебя? Шанс на отношения. Я влюбился здесь. Влюбился, соответственно, после этого, скорее всего, ты меня знать не хочешь. Так, и что еще? Ну, я и тем самым разбил тебе сердце. Я тебя затащил в любовный треугольник. Конкретно. Тем самым разбил тебе сердце. Ну и что на сегодня? Ладно, ты ее разбил. Что теперь ты хочешь от этой женщины? Что хочешь? Общаться хочет с вами. Встретиться, может, что-нибудь выпить, пообщаться. Но он говорит, между вами ты сейчас холодная по отношению ко мне. Между нами расстояние есть. А я хочу общаться. Если есть дети, видеть ребенка, детей, да, видеть. Что еще конкретно на сегодня ты хочешь от этой женщины? Приехать хочу, секса хочу с тобой. Ты же сейчас на меня не смотришь. Посмотрите, какая красотка. Ты знаешь, я тебе скажу, ты лучше стала выглядеть. Ты чего-то достигаешь, а мне получается так, что со стороны приходится наблюдать за моей звездой. Молодец, ты идешь вперед, но я хочу ворваться в твою жизнь. Хочу. Ты посмотри-ка, не нуждается. У тебя что, деньги появились, что ли? Что еще хочешь от этой женщины? Привязать хочу, секса хочу. Я хочу все-таки ее. Вот, блин, вот соблазняешь ты меня. Ты же, понимаешь, ты же должна понять, что я твой мужик. Ну, блин, ну не дождался я этого, блин. Столько же вкладывался в то, чтобы ты ко мне привязалась. Ну, и не получил
по исходу. Что ты еще конкретно от этой женщины хочешь? Он уже говорит, хочу от всего старого, чтобы все старое забылось, да, чтобы высшие силы дали еще один шанс, чтобы я мог приехать здесь. Ну, как будто, вот, не знаю, по шапке дали здесь, блин. Он вынужден, он говорит, куда-то, может, он переехал, да, в работу ушел, еще такое есть. Что ты конкретно от этой женщины хочешь? О, он говорит, теперь я, говорит, понял, что ты моя императрица, ёперный бабай. Ты знаешь, я в тебя начинаю опять влюбляться. Влюбляться, ты вызываешь во мне такое унижение. Теперь я понял, что я сделал неправильно когда-то выбор, а ты моя императрица. Как я мог такое проглядеть? Что ты та даешь, которая любовь, деньги, благополучие. Ну и что еще хочешь сказать этой женщине? Если ты меня подпустишь, что, говорит? Так. Ну, он говорит, я на сегодня еще такой же двойственный, но, говорит, я меняюсь, у меня происходят изменения в жизни. Что, тебя жизнь побила, что ли? Если даже у него, знаете как, он говорит о том, то, что он тебя хочет, да, к вам вернуться, хочет еще как хочет. Но, блин, вот его, вот знаете как, я вам скажу, но если вы, предположим, хотите, чтобы он вернулся к вам, он вернется, но вы должны будете закрывать глаза на что он вытворяет за вашей спиной. Понимаете как? У него и трансформация происходит, и все. Он же эгоист здесь, двойственный. Две женщины есть у него. Обманщик здесь, манипулятор, тиран, кого хотите здесь, нарцисс с такой собственной персоной. Но он говорит о том, что, ну, не меняется он. Какие бы, вот, ну, не придурок ли, посмотрите, у него такие изменения в жизни пошли. Вот с вами уже точка здесь, все, руины. Но хочет вас. Почему время показало, что вы его императрица? Но он хочет конкретно от вас, понимаете, чтобы вы приняли и вторую его зону, вторую часть его характера, что он не поменялся. И он хочет, чтобы вы просто видели в нем своего мужика, но закрывали глаза на то, что происходит вот за пределами вашего дома. Да? Предположим, вы его вернули домой, но будьте готовы к тому, что он будет там погуливать, обманывать вас, но не меняется он. Он такой, какой он был, такой и есть. Кстати, у него в жизни там произойдут еще изменения, причем хорошие изменения. Он находится в трансформации, понимаете, здесь завышенное эго. Здесь эго прет, корона прет. Здесь еще добавлю, что мужчина очень мстительный, хитрожопый, павлин с куриной жопой. Нужен он вам, не нужен, но вот его откровение. Все-таки он понял, что спустя какое-то время ему нужно вас было размазать, выбрать другую женщину, чтобы с этой женщиной там вроде как у него ничего не получается, либо не получилось. И с помощью, понимаете, как эта женщина пришли и беды, и все, хотя он повелся там на такой шанс, возможно, не исключая, может, бизнес предложили, да, ему там попочку гладят его куриную, говорят, ты теперь мой принц, ты мой павлин, и тебя ждет такое будущее. Но время-то показало, понимаете, с кем он находится. И вы самая лучшая женщина. Но, здесь одно есть но. Если вы рассчитываете, что он поменялся, но не меняется он. Его могила изменит, понимаете как? Вот так. Благодарю вас за обратную связь. Жду вас на личные расклады. Не забываем, что это был у нас общий расклад. Всем желаю всего самого наилучшего. Девочки, молодцы. Держимся. Все у вас будет в порядке. А наш принц все хочет к вам вернуться, но меняться не желает. Вот такой у нас сегодня был расклад. Его письмо адресовано вам, его откровение. Так что подписывайтесь на меня, кто еще не подписался. Здесь много чего интересного. Кто захочет отблагодарить меня, укажу свои координаты, да, свою ссылочку на донат. Также для личных раскладов мои все координаты будут под описании к этому видео. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи, дорогие мои любимые подписчики.